Здорово, работяги! Вечер в хату. Вот не могу я успокоиться с этим Сталкрафтом. Прокачался, оделся, да и пока не спешу переходить на мастер-сервера, а новички под моими 2 роликами постоянно спрашивают, как правильно прокачаться в Сталкрафт в 2022 году, что делать и что именно бартерить. В общем-то, я создал Твинка, уже наиграл на нем 12 часов и могу дать начальный гайд для новых игроков, которые вот-вот хотят начать свою игру. Итак, готовьте чай, печеньки, бутерброды и начнем. Это видео скорее мое мнение и мой опыт, который я вот-вот только что пережил. Я покажу, как со старта одеться в фулл зеленку, что бартерить новичку, как получить лучшую снайперскую винтовку в игре для начальных рангов и дам несколько полезных советов по развитию. И чтобы не пропустить новые ролики не только по Сталкрафту, подписывайтесь на канал, а еще можно прожать лайк. Твой клик, да, Гузлик, именно твой, улучшает продвижение ролика. Спасибо. Итак, как вы видите, всего 12 часов я потратил на игру. У меня полностью прокачана репутация болот, прокачана репутация Фотон 2 4 уровень, забартерены все предметы, которые я хотел, и теперь полностью одет в лучший зеленый шмот. Очень скоро можно идти на бар. Роликов, кстати, будет как минимум 3. Это первый для самых-самых новичков. А вообще, знаете, если вы хотите упростить себе прохождение игры на старте, то рекомендую забрать стартовый бонус. Вот такой. Броня, 2 пушки, инструменты для заточки, контейнер для артефактов, артефакты 7 штук, премиум на 7 дней и расходники. Короче, буст 100%. За те же 500 монет, которые вам даются, можно будет забартерить много снаряжения, и количество времени, потраченного на фарм, уйдет меньше, чем у меня. Не буду говорить об обучении, вы все его уже прошли. Выбирайте группировку и вперед. Я опять взял бандита, так как уже все тропки там знаю. Итак, с самого появления делаем первое вступительное задание. Затем получаем первый ПП и берете абсолютно все задания, которые только видите. Это фиолетовые и желтые маркеры. Попутно делая задания, можно чистить логово монстров, но бежать на базы военных пока рано. По эквипу вы не потянете, будет трудно. А умирать раз за разом не всем по кайфу, кроме тех, кто любит соулс-лайки. Затем, когда все сделано, возвращаемся сдавать все задания. Тем самым апаем себе ранги и репутацию, чтобы потом сбартерить хорошие вещи. А то курточка уж, совсем прохудилась и не держит урон. Я решил скрафтить дождевик. А шо, костюм красивый, что надо, и против аномалий защищает. Также время от времени между заданиями выходите на фарм плесени и камней, если получится. И опа, уже почти максимальный уровень репутации, 4, сом. Итак, что дальше? Вы сделали все дополнительные задания. Переходим к бартеру. Я рекомендую бартерить всем новичкам боевые костюмы и научные, также комбинированные. Они хороши на старте, дают что-то среднее между защитой от пуль и аномалий, но потом уже ее не особо рекомендуют старички игры. В общем-то, боевая броня должна у вас быть в любом случае. По пушкам. Чтобы карать в PvP, рекомендую прокачивать автоматы по ветке АК в Абакан. Также ветку ВСС и еще грозу. Если у вас нет особого скилла, то это будет основным направлением. Остальное по желанию, можно будет вернуться и докрафтить, чего там не хватает. Идем к шаману, берем задание на фейк вступление в санитары и говорим обязательно с Липой. Он дает координаты тайника на кордоне, куда я и пошел, чтобы забрать броню и калаш с патронами, чего хватит надолго. Можно еще забежать на Фотон и доделать задание с могильщиком и сделайте задание Фримана возле шамана. Он дает еще один калаш, если оно вам нужно. Возвращаемся на болото и бежим на насосную станцию. Говорим с главным санитаром и берем задание уже на Фотон, где нам нужно найти 2 блаженных. К этому времени у вас будет максимальная репутация болот. Просто, правда? Теперь вторая фаза – фарм. Если вы не отфармили 60 камней и 100 плесени до этого времени, то вперед фармить. Снаряжение позволяет защищать лагеря сталкеров и базы военных. Про мутантов не стоит говорить даже. Старайтесь доносить ресурсы до базы, не умирая, и продавайте все, что вы нашли, кроме бартерных ресурсов, которые помечены значком бартера. Вот хожу я по зоне уже 400 часов, а красоты СК не перестают радовать. Закаты и рассветы в игре просто шикарны. Обожаю эти лучи и общую атмосферу. Согласитесь же, реально, глаз радуется от картинки временами. Теперь я буду крафтить АК-74У и броню Смородина.
Также сделал мосинку, чтобы вкачать снайперки потом. Еще очень важно, сделайте рюкзак, который увеличивает грузоподъемность и выносливость. На фотоне можно будет скрафтить контейнер для артефактов, но рюкзак еще пригодится. Еще из важного посмотрите, какие модули на оружие нужны вам. Самый must-have это глушитель для пистолета, чтобы потом скрафтить лучше, и оптический прицел для мосинки. Можно еще рукоятку сделать, цевье и прочие модули под ваше оружие. Чекайте каждую вкладку. Окей, с болотами, тут все. А квест холода берите по желанию, хотя в будущем гайде я о нем упомню. Отправляемся на Фотон. Уже финально. Здесь принцип действия аналогичен. Для начала собираете все квесты, которые только есть. Они уже будут забрасывать вас не только локально, но и на соседние локации. По пути на задание добываем корни, зачищая логово мутантов, и семечки из баз сталкеров и военных. Проще всего зачищать НПЦ военных, сталкеров или бандитов на смежных локациях. Агропром у бандитов и темная долина у сталкеров. Задание уже сложнее. Нужно побегать по опасным местам, где лазят всяческие враги. Через задание идет основной заработок репутации. Вы главное фармите как можно больше. Продавайте части мутантов и мусор, чтобы были деньги. Заметьте, я еще ни разу не ходил на агропром. Все ресурсы нафармил на кордоне. Попутно делаем сюжетное задание. Особо трудным для бандитов может показаться задание с ухом блаженного, но там нужно просто обойти базу с другой стороны, это не проблема. Окей, вы сделали это. Сдаем ухо, и вас приглашают в сюжетный данж. Он длинный, запутанный, у кого-то будет бомбить срака, но это по стандарту. Нет. За завершение этого задания вы и получите лучшую винтовку Гром-палка шамана. Заточки для оружия, брони и ремонтные наборы. Винтовка ваншотит все на своем уровне, даже тангу. Нужен только еще прицел. Сдаем квест, берем следующий и вперед на свалку на поиски оракула. Но нужно будет сделать пару заданий, прежде чем вы к нему доберетесь. Например, пригодился бы еще пистолет с глушителем по квесту, он будет играться долго. С основными квестами пока что все. Сделайте все допы, которые есть, затем постепенно делайте по возможности сюжетку на свалке, но до момента с поиском змеяка. Затем идем бартериться на фотон на все ресы, что есть. Как вы заметили, я уже гоняю с АК-74, сделал ЛЦУ и цевьё. Также сделал боевой костюм с большим пулестоем. Теперь третья фаза. Отправляемся фармить на агропром и свалку. Ресов нужно еще больше. У меня фарм занял около 6 часов из-за трудностей выноса и так далее. Поэтому тут бы пригодились 500 монет для обмена ресурсов. Фарм происходит аналогично, только еще плюс к этому нужно искать прикопы. Поисковое устройство вы получите по квесту от старьевщика, двигаясь по сюжетке. Не упустите. Это самая затяжная часть моего видео, которую я преодолел. И бежим опять бартерить. Ну и пора подвести итог первой части прокачки для новичков. Что было сделано за 12 часов? Мое размеренное прохождение в соло, без пати, премиума и помощников. Я забартерил последний доступный зеленый боевой жилет, абакан, контейнер для артефактов КСМ-2 на 2 артефакта, второй рюкзак, несколько модулей на будущее, также дробовик шорти во второй слот и добыта топовая громпалка шамана с прицелом. Также, чтобы пройти аномалию жарко на агропроме, рекомендую сделать научный костюм янтарь со второй термой. Пригодится, если вы не хотите бежать через свалку на яму в будущем. Что тут еще добавить? Если вы качались по моему гайду, то не забывайте, что можно упростить себе весь фарм, если зарегаться по ссылке в описании. С помощью премиума вы ускорите накопление репутации и увеличите получаемое количество ресов, а за монеты забартерите все, что нужно без фарма. Это не какая-то реклама моей ссылки, я с этого ничего не получаю, а для вас это хороший буст. Если вы не получили бонус, пишите в комментариях свой логин, я постараюсь вам помочь. Ну и на этом все, я буду завершать первую часть гайда. Я показал, как прокачаться с самого старта, посоветовал, что бартерить, как правильно фармить и развиваться. Остальное за вами. Если вы не согласны с моим мнением, то обязательно пишите в комментариях, как бы вы развивали персонажа, что бартерили и куда бежали. Почитаю, обсудим все как есть. Огромное спасибо, что смотрели, работяги. Если вам ролик зашел, обязательно поставьте лайк под видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео по Сталкрафту. Спасибо, что смотрели, и до встречи, работяги. Так, а ну-ка. Проясните мне один момент. Мясный корм
В соусе 59% мяса. Это можно жрать людям?